ARMY по всему миру. Вы наверняка чувствуете, что что-то идет не так. Сегодня мы поговорим о правде, скрытой за молчанием HYBE, о незаметных слезах и смелости, которую наконец-то проявили Тэхён и Чингук. Почему всего за несколько часов до долгожданного появления на мероприятии, которого ждали миллионы фанатов по всему миру, Чингук внезапно отменил свое участие без прозрачных официальных объяснений? Что заставило Тэхёна после недельного молчания наконец-то заговорить? И правда ли, что HYBE, крупнейшее развлекательное агентство Южной Кореи, столкнулось с гораздо более серьезными проблемами, чем можно было предположить? Это не спекуляции. Это реакция на появление целой череды тревожных сигналов, которые ранее игнорировались. Факт того, что Чингук, мировой икона, известный своей дисциплиной и профессионализмом, отменил свое участие в международном событии без личного объяснения или комментариев от агентства, вызвал волну беспокойства среди ARMY и всей индустрии развлечений Южной Кореи. Спустя несколько часов после появления этой новости Ким Тэхён, участник BTS, во время прямого эфира сделал саркастическое заявление, которое аналитики назвали жестким посланием в адрес руководства. На фоне сообщений, распространившихся на корейских индустриальных форумах, стало известно, что внутри HYBE происходит сбу. По словам аналитиков фондового рынка, акции компании начали демонстрировать признаки падения середины месяца, что вызвало обеспокоенность среди инвесторов в отношении прозрачности управления. В это же время официальная страница организатора мероприятия, на котором должен был выступить Чингук, неожиданно удалила все рекламные материалы, связанные с его выступлением, не предоставив объяснений. Это крайне нетипично для организаторов с их уровнем профессионализма. Представитель продюсерской команды шоу заявил: «Мы получили внезапное уведомление от агентства об отмене. Нам не объяснили деталей, только сообщили, что внутренняя ситуация артиста и агентства не позволяет Чингуку присутствовать». Особое внимание публики привлек Тэхён, который на своем эфире, обычно легком и неформальном, на этот раз говорил серьезным тоном. Если человек выбирает молчание, это не значит, что он не борется. Эта фраза, хотя и не содержала прямых упоминаний, была воспринята публикой как знак поддержки Чингука и намек на существующие проблемы в управлении HYBE. Бывшие сотрудники HYBE на условиях анонимности подтвердили в местных СМИ, что внутренние изменения действительно происходят, и они весьма радикальны. Происходит структурная перестройка, и сверху поступило указание на жесткую оптимизацию. Это затронуло все подразделения, включая отдел по работе с артистами, сообщил один из бывших работников. Он также добавил, что участники BTS и другие артисты чувствуют себя некомфортно из-за недостаточной прозрачности в коммуникациях с руководством. Проблемы между артистами и агентствами – не новость для корейской индустрии, но случай с Чингуком стал резонансным, ведь он всегда избегал любых конфликтов и скандалов. С учетом его популярности за пределами BTS, такая резкая отмена выступления свидетельствует о том, что внутри HYBE может происходить нечто гораздо более серьезное. KMEC, Центр анализа корейской музыки, в своем ежемесячном отчете указал, что напряженность между артистами и крупными агентствами будет расти на фоне давления, вызванного масштабированием бизнеса. Ценностный конфликт между корпоративным ростом и благополучием артистов – это мина замедленного действия, и она уже начала тикать, говорится в отчете. Фанаты выразили обеспокоенность по поводу эмоционального состояния участников BTS, особенно в свете информации о завершении их индивидуальных контрактов с HYBE в прошлом году. Один из фанатов написал: «Если Чингук отменяет выступление, значит, все серьезно. Там происходит то, о чем нельзя говорить вслух». Этот пост собрал более 300 тысяч ретвитов, показывая масштаб тревоги в международном сообществе. Вскоре южнокорейские СМИ начали собственное расследование внутренней структуры HYBE. Согласно эксклюзивному материалу Elgran Sports, за последние 2 месяца 3 старших руководителя компании подали в отставку без публичного объявления. Среди них – креативный директор, тесно связанный с художественной командой BTS. HYBE отказалась комментировать, лишь заявив: компания проходит этап стратегической реструктуризации. Возникает логичный вопрос:
Повлияет ли эта реструктуризация на творческую свободу и карьерные пути участников BTS в будущем? Если между артистами и агентством действительно наметился конфликт, насколько глубоко это скажется на их сотрудничестве, особенно перед планируемым камбэком в 2026 году? Параллельно начали циркулировать слухи о том, что Чингук рассматривает возможность создания собственного независимого лейбла. Хотя официальных подтверждений нет, эксперты считают это вероятным шагом, учитывая его мировые связи и сотрудничество с такими артистами, как Джастин Бибер и Чарли Пут. Если это правда, слова Тэхёна можно считать моральной поддержкой и доказательством того, что, несмотря на давление, солидарность участников BTS остается нерушимой. В закрытой и непрозрачной корейской индустрии шоу-бизнеса даже завуалированное высказывание – это уже форма протеста. Теперь общественность ждет, даст ли HYBE наконец официальное объяснение, или все вновь останется за закрытыми дверями? Одно ясно – внезапное отсутствие Чингука, неоднозначные заявления Тэхёна и всплывающие внутренние проблемы HYBE. Все это серьезно пошатнуло имидж, который агентство так долго строило. Это больше не слухи. Это тревожный сигнал. Когда молчание становится громче, чем официальные заявления, общество задает вопрос: молчание HYBE – это защита или сознательное сокрытие правды? И если ситуация действительно вышла из-под контроля, как долго это еще будет продолжаться? Эксперты называют это явление точкой насыщения корпоративной коммуникации, когда попытки контролировать нарратив через молчание только усиливают общественное недоверие и подозрения. Профессор Чон Мин Гю из Корейского университета в интервью Korea Herald заявил: когда такая крупная структура, как HYBE, выбирает молчание в разгар кризиса, это не просто стратегия защиты, а отказ от социальной ответственности перед артистами и обществом. Тем временем международное сообщество ARMY начало кампанию с призывом к HYBE обеспечить своим артистам психологическую и юридическую защиту. Онлайн-петиция под названием «Защитите Чингука и BTS от корпоративного давления» набрала более 2 миллионов подписей всего за 3 дня. Ситуацию усугубили новости о якобы утечке внутренних документов, свидетельствующих о разногласиях между креативным и финансовым отделами HYBE по вопросам продвижения и стратегии. В одном из фрагментов обсуждалась чрезмерная ориентация на краткосрочную прибыль в ущерб психологическому состоянию артистов. Хотя подлинность этих документов не подтверждена юридически, местные СМИ воспринимают это как еще одно доказательство того, что конфликт внутри HYBE – это не вымысел, а реальность, которую больше невозможно игнорировать.